Какие красоты хранит в себе побережье Каспийского моря? Каково это оказаться на дне самого древнейшего океана? Какие открытия можно совершить близ города Актау? Меня зовут Ануар Нурпиисов. Я и моя команда в этот раз отправились в увлекательное путешествие в Мангыстаускую область, чтобы вы от увиденного произнесли «Вау, Казахстан!». В этот раз стартовой точкой нашего приключения стал город Актау. Именно отсюда мы отправимся в джип-тур на 5 дней по Мангыстауской области. Все, до свидания. Честно говоря, я не думал, что наши вещи поместятся в багажник. Но дядя Игорь, как выяснилось, был подготовлен. Игорь, вы что, в детстве Тетрисом, да, увлекались? Да. Классно. Для нашего маршрута нам нужен хорошо оснащенный джип. И человек швейцарский нож, актауский дядя Игорь. Актау показался мне очень посвежевшим с момента моего последнего визита. Но пока нас города мало интересуют, поэтому сразу едем восхищаться Мангыстауской областью. И наша первая точка находится на берегу Каспийского моря. Да, море. Просто осознайте еще раз. У нас есть море. Но на самом деле это самое большое озеро мира. А морем его называют, потому что по показателям солености воды и геологической структуры дна наше озеро заслуженно называется морем. И когда на берегу ты вдыхаешь воздух, ты понимаешь, это точно море, без сомнений. Наша первая локация находится в 63 километрах от Актау и носит интересное название – «Чертов палец». Пожалуй, это самый харизматичный палец на всем побережье Каспийского моря. А вы заметили, на что похож сбоку этот мыс? На лайк. Сам мыс вам намекает поставить лайк этому видео. Поставь что-то, не будь чертом. Но отойдя всего 20 метров от скалы, я увидел, что не все черти пользуются этим шансом. А чтобы перевести дух и закончить на приятной ноте, пройдемся по каменному пляжу этого мыса. Рельеф этого пляжа – это какое-то отдельное представление от природы. Но больше всего бросается в глаза лазурный цвет побережья. Обалдеть! Какой цвет воды! Это просто магия! И, кстати, это видео мы не красили, это все без фильтров. Вот такое вот оно, наше побережье Каспийского моря. Я уверен, вы даже не могли представить себе, что такие места есть в нашей стране. И я тоже не мог. Ведь меня тут просто не было, и никто мне никогда об этом не рассказывал. И мы делаем проект «Вау, Казахстан», чтобы исправить эту историческую ошибку. А тем временем мы переместились на 15 километров севернее по побережью Каспийского моря, где меня ждало следующее «Вау». Что? Дикий пляж с тропическими цветами в Казахстане? Вы серьезно? Да, они серьезно. Пляж Голубая бухта. Если всю жизнь вы мечтали искупаться на мальдивских пляжах, но у вас не было возможности,
то Голубая бухта поможет вам в этом. Это место очень популярно среди местных, и доказательства тому самые неприятные. Голубая бухта – это вау-пляж, но то, что происходит в 50 метрах от воды, это вау со знаком минус. На территории огромного кустарника просто неимоверное количество мусора. Столько мусора в одном месте я еще не видел. Масштабы следов внутреннего туризма пугающие. Туристы, вот вы если приезжаете сюда и считаете это диким пляжем, то не нужно становиться самому диким. Я акимат Мангистауской области. Давайте что-то с этим делать, это нужно решать. Это просто экологическая катастрофа здесь. Иначе смысла снимать «Вау, Казахстан» нет. Приедут сюда туристы, образованные, типа на Мальдивы, а приезжают в какую-то дыру, захолустье. Ай. Наша следующая локация была всего в 5 километрах от Голубой бухты. Небольшой оазис Саура, или как иначе называют Черепашье озеро. Саура – это небольшой каньон близ побережья Каспия. Он образовался в результате схода сезонных вод. Вода миллионами лет пробивала в рыхлых породах углубления, и создалось озеро со своим микромиром. Я не скажу, что место вау, но что-то прикольное здесь есть. Такое пространство интересное. А особенным это место считается, потому что здесь водятся реликтовые болотные черепахи. Мне кажется, весной здесь очень интересно, когда здесь все зелено. Такой зеленый пояс. Круто, что в наш туризм приходят технологии. К примеру, вот такой QR-код. И что нужно сделать? Взять смартфон, отсканировать QR, открыть ссылку. Забыл, здесь же нет интернета. Логика покинула чат. Мы уже проголодались, и слава небесам, наш проводник дядя Игорь нас не покинул. Для обеда это было классное место. А теперь нам предстоял путь в 60 километров, чтобы увидеть одну из самых масштабных локаций в Мангистауской области. У каждого есть в жизни место, которое так врезается ему в память, что хочется сюда приезжать спустя годы и открывать в этом месте что-то новое. А еще показывать эти места людям и переживать с ними снова и снова волшебные эмоции. Я не вижу ваших эмоций сейчас, но могу представить, что вы испытываете. В этом месте будто остановилось время, и все вокруг замерло. Грандиозность этого явления природы поражает. Добро пожаловать на самый необычный и необъяснимый вау мыс Жигалган. Люди до сих пор ломают голову над тем, как образовалось это место. Само название Жигалган-жер
переводится с казахского как «упавшая земля». А самая основная причина появления мыса – это карстовые явления, связанные с растворением природными водами горных пород. Видно, что аналитический ум наших предков хорошо работал и тогда, ведь исконное название схоже с основной версией ученых 21 века. Я уже был здесь и думал, что это место не сможет меня удивить во второй раз. И для этого решил внести разнообразие, спуститься в котловину. Я осознал, что это было сделано абсолютно не зря. Гуляя в каменных руинах гигантской котловины, понимаешь все величие и силу природы. В этот момент во мне проснулся мой внутренний любознательный археолог. Я думал, что это камни, а оказывается, это ракушечник. Прям вот видно, миллионами лет, слоями, тысячи ракушек друг на друга накладывались и создавали вот эту осадочную породу. Это говорит о том, что эти места – дно древнего океана. Древний океан Тетис существовал около миллиарда лет назад. Но в результате движения плит земной коры Тетис разделился на существующие океаны. И Каспийское море – это остатки того самого океана, куда впадают реки. Эти руины лежат здесь будто вечность, и в таких местах ты начинаешь даже мыслить по-философски. Спуск в ущелье мыса Жигалган – это как поход к психологу. Когда вы проходите мимо этих огромных валунов, вы ощущаете себя таким маленьким, и все ваши проблемы становятся такими маленькими. В общем, у всех, у кого в жизни есть какие-то загоны, какие-то навязчивые мысли, приезжайте сюда, и вы поймете, что масштаб ваших проблем вот такой. Вот такой. Да, порой мы слишком сильно накручиваем себя за ошибки и неудачи и упиваемся переживаниями. А что если все проблемы и сложности жизни воспринимать как нечто необходимое для роста? Многие, приезжая на Жигалган, останавливаются наверху и уезжают обратно. Но я вам рекомендую спуститься вниз, потому что именно здесь можно увидеть всю грандиозность этого места. Площадь этого места сопоставима с площадью большого мегаполиса. Такое сложно осознать, не увидев собственными глазами. Ай-яй-яй, ну как здесь круто, а? Ну просто нереально. Я вам настоятельно рекомендую прямо сейчас записать в лист своих желаний побывать на мысе Жигалган. Просто вау место. А закат на мысе стал красивым бантиком дня, наполненного открытиями. Уже ночью мы приехали на нашу следующую локацию и начали организовывать наш лагерь. Обожаю чувство, когда ты приезжаешь в место, абсолютно темно, ты не знаешь где, ночуешь, а утром открывается все вокруг, и ты понимаешь, где ты спал всю ночь. На момент съемок был конец сентября. Температура на улице плюс 10. Поэтому ночевка в палатке с хорошим спальником – лучший вариант в этих местах. А тем временем дядя Игорь продолжал колдовать над кухонным столом и предвещать будущий гастрономический праздник. Шашлык из курицы не самое полезное, что вы можете съесть перед сном, но сегодня мы просто заработали этот читмил для себя. Просто тема.
проснулись мы в каньоне Капамсай. Прекрасная локация, чтобы растопить набранные вчерашние калории. Но дядя Игорь решил сразу восстановить баланс новых калорий. Наш лагерь был разбит у удивительной рощи. В рощище Капамсай находится такая классная местность. Мы зашли в этот закуток, и здесь так атмосферно, так тихо. Из-за того, что все здесь вокруг закрывает естественными стенами, солнечный свет сюда не попадает никогда. Моя любознательность повела меня дальше, чтобы узнать, что же находится в глубине каньона. И сразу же находка. Каньон Капамсай. Уже заслуженная вау. Как красиво. Столько эстетики в этом месте. На белом цвете зелень и красные ягодки, непонятно какие, но смотрится это просто невероятно. Многие, приезжая на Капамсай, останавливаются на верхней точке и смотрят ущелье сверху. Но я рекомендую вам спуститься вниз и пройти вглубь ущелья, потому что здесь открывается совершенно другой Казахстан. Казахстан, которого вы никогда не видели. Через 2 километра наша прогулка закончилась высохшим сезонным водопадом. Вообще, ты не ожидаешь увидеть Вахтал такое. Очень красивый каньон. Но здесь уже тупик, дальше некуда идти. Но в принципе не обязательно что-то должно быть в конце, чтобы сказать вау. Достаточно вау-процесса, самого путешествия. Как бы вы назвали это место? Я бы назвал это место в приемной у Бога. Точнее, не его кабинет, а вот здесь секретарша где-то должна сидеть. Но на тот мир мне еще рано, поэтому попутешествуем по этому миру. Как будто соленый мел. Я сразу вспомнил одноклассницу Нурбакт. Нурбакт постоянно съедала половину мела нашего класса. Так и назовем это место. Рай для Нурбакт. Наша следующая вау-локация – это шаровидные конкреции. До сих пор нет конкретной и достоверной информации о том, как они произошли здесь, но есть несколько версий. Сторонники космической теории считают, что шаровидные камни – это осколки древних метеоритов, пролетавших над этими местами. Согласно мнению геологов, данные шаровидные конструкции начали формироваться 120 миллионов лет назад. Вспоминаем, что это Земля – дно океана, и тут были благоприятные условия для размножения планктона. Скопления этих организмов и стали основой для формирования шаровидных фигур. Кроме того, существует версия о том, что происхождение этих шаров связано с образованием электрозарядов в земной коре в зонах активных тектонических разломов. В конечных точках этих электрозарядов вращали шаровые молнии. Они-то якобы и стали причиной образования шаровидных камней. Неважно, как произошли эти фигуры, но однозначно скажу, что долина шаров Торыш – это вау, от которого мурашки бегут по коже.
Шаровидные конкреции, пожалуй, самое необычное место, в котором я когда-либо был. Поэтому, если вы будете где-то рядом, то обязательно заезжайте сюда, и вы точно не пожалеете. Мы помчались на точку, где не был никто из нашей съемочной группы. Запоминайте, гора Көкқала. Мы приехали в место, о котором я до сих пор никогда не слышал. Гора Көкқала. Это небольшая, но живописная меловая гора, которая имеет одну особенность. Это ее окрас. С казахского языка название горы переводится как «синий город». Странно, ведь именно синего цвета тут меньше всего. Но зато оттенков красного и серых цветов предостаточно. Сама гора невысокая. Поэтому, если вы давно хотели взойти на гору, но вам было сложно преодолеть физический барьер, то на Көкқала можно легко реализовать ваши горные амбиции. На Көкқала взойдет даже самый ленивый казах. Да, место прикольное, возможно, даже фотогеничное. И именно такие места по-особенному любит камера нашего спортивного дрона. Поэтому посмотрим на этот объект глазами местных птиц. Но, если честно, место не вау, но вау. Не случайно мы отправились на нашу следующую точку вечером. Именно в это время дня одна из главных достопримечательностей западного Казахстана представляется во всей красе. Гора, у которой особая история. Добро пожаловать на грандиозную вау-локацию гора Шерқала. В этой горе был вырублен город-крепость Шерқала еще в 8-9 веках. Здесь располагался туркменский город Манкашлак, что переводится как «большое поселение». Когда в этих землях появились арабские завоеватели, они захватили крепость и основали рядом свое поселение. После завоевания город стал перевалочным пунктом для караванов, следовавших по Великому Шелковому пути. Населенный пункт в этом месте простоял около 800 лет. Но с развитием морского пути данный пункт потерял свою экономическую значимость, и со временем люди покинули эту гору. Не гора, а целая история. Просто осознайте, что у нас был город в горе. И следов большого поселения тут предостаточно. В этом месте раньше был целый город. Здесь проживали древние люди. Этому свидетельствуют маленькие пещерки. Вот интересно здесь, конечно, надписи есть даже. Но странно, что они на кириллице. У древних людей была тяга писать на стенах, рисовать. Ну, какая-то часть людей эволюционировала, перестала это делать, а вот некоторые продолжают до сих пор. Алина, Чансая, Баха. Ну, надеюсь, эволюция дойдет и до них. В некоторых местах даже сохранилась лестница, которая вела на следующие уровни крепости. Это место мне напомнило Каппадокию, но вид, который открывается отсюда, он несравним. Да, с нашими просторами конкурировать очень сложно. Говорят, что именно здесь проходил лаз наверх, но он был обвален, поэтому сейчас нет возможности подняться туда. Даже альпинисты не рискуют, так как порода очень сыпучая и риск упасть очень высок. Возможно, это было элитное жилье, с которого открывался невероятный вид на всю долину и фантастический вид на закат. Каждый вечер с бокалом шубата здесь можно было провожать очередной день.
Романтика. Романтика по-мангостауски — это, конечно же, закаты. И неважно где, на берегу Каспия или где-то в Мангостауской степи. За 2 дня показать все красоты Мангостауской области физически невозможно. Поэтому на горе Шерхала мы преодолели только половину нашего приключения по этой невероятной земле. Вот такое бывает природа и история нашего вау Казахстана. А ведь всего лишь стоит позволить себе удивиться. Третий день нашего пути по Мангостауской области начался с пробуждения в этноауле. Переночевать в отапливаемой юрте – это отдельная история. Как и наша история о том, как заново открыть для себя Мангостаускую область. После ночевки в юрте у меня столько энергии, я будто перезарядил свои батарейки, и ощущение, что я смогу пробежать весь Мангостау. И я уверен, что этот выпуск будет одним из самых крутейших, потому что мы покажем наилучший Мангостау. Поехали! Я не сдаюсь и продолжаю укреплять привычку бегать по утрам. А местные окрестности идеально подходят для этого. Каждый раз, когда вам лень заниматься спортом, осознавайте, что никто во всей вселенной не займется вашим телом, кроме вас самих. Только ты и никто больше. Осознав это, мы продолжили наш путь. В этом месте я будто оказался на съемочной площадке фильмов с Клинт Иствудом. Да, те самые фильмы. Старые, добрые вестерны. И после этой поездки я могу сказать, что Wild Wild West есть не только в Америке, но и в Мангостау. Мой мозг отказывается верить, что я нахожусь где-то в Казахстане. Это вау! Урочище Айрахта. Обалдеть, какая поляна, какое пространство. Здесь же можно проводить какой-нибудь фестиваль техномузыки, типа Burning Man. Наши организаторы должны задуматься об этой площадке, потому что ну просто нереально круто. В общем, если вы сами не сделаете фестиваль, то когда-нибудь я сам организую здесь что-нибудь. Куда ни посмотри, тут просто вот смотрите, а. Вот она, все. Везде декорации. Шикарно. Здесь очень фактурно, и можно было бы снимать вестерны. Если бы казахи снимали вестерны, то они выглядели бы так. Говорят, в наших краях буйствует некий Мухтар, он же Муха. Его давно никто не видел вживую, но он вызывает панику даже у местного шерифа. От его действий недавно отключили даже местный телеграф. Особенность Мухи в том, что он умеет создавать кипиш в любом месте, не приближаясь к этому месту. Я подумал, возможно, ему не нравится быть в суете, и предложил Мухе встретиться в очень спокойном месте в Айрахта ровно в полдень. Опять не пришел.
Кино так кино. Айрахта – система останцевых гор в Мангыстауской области. 25 миллионов лет назад в этих местах произошло землетрясение, в результате которого из океана на поверхность поднялся древний пласт земной коры в несколько километров толщиной. Как же здесь все монументально! Очень круто! Если вы приедете в Айрахта, то вы поймете, почему я в таком возбуждении от этого места. Очень рекомендую приехать сюда. Прям вот не пожалеете. Долина замков. Это что-то неземное. И все это вытачивается местными порывистыми ветрами, создавая фантастические рассыпчатые скалы. По дороге на следующую локацию дядя Игорь сказал, что в этом месте люди часто роняют свою челюсть. Поэтому будьте аккуратны, выговаривая слово «вау», чтобы не заработать в их челюсти. Моего словарного запаса не хватит, чтобы описать красоту этого места. Поэтому просто наслаждайтесь. Этот камень называется Сфинкс. Местные его так называют. Ну, если честно, он как в наших сметах заявлен Сфинкс, а по факту котенок. Если вы будете возле Сфинкса, то походите, поищите зубы древних акул. Я пока ничего не вижу, но наш гид сказал, что здесь можно что-то найти. Во мне вновь проснулся археолог, и я начал поиски ценных артефактов. Признаюсь, вначале было не густо, но кто ищет, тот всегда найдет. И правило это меня не подвело. Непонятно, что за рыба была. Ну, похоже на акули. Прогуглить. Обалдеть. История в руках. Интересно, да? Кто-то же этим зубом кого-то поедал. А теперь он в моих руках. Все тлен в этом мире, все тлен. А теперь нам предстояло дать круг в 30 километров, чтобы спуститься в долину, где находится огромный по территории Сор Тузбаир. Эта долина поражает уже сразу на въезде. На этом безымянном острове из Солончака я почувствовал себя маленьким принцем из книги Антуана де Сент-Экзюпери. Кстати, как давно вы читали эту книгу? Советую перечитать еще раз. И я искренне вам завидую, если будете читать ее впервые. Мы спустились вниз, и здесь, вау, с 3 большими буквами. Тузбаир. Это просто что-то нереальное. Ну как это, а? Как? Почему я не знал об этом месте раньше? Почему все молчали? А? Чего молчали? Чего не рассказывали? Ну вот я вам рассказываю. Тузбаир. Must visit. Ощущение, будто это какое-то большое чудище с своими щупальцами. И вот он такое замерло. Либо спит, либо умерло много миллионов лет назад. Но это зрелище нужно увидеть своими глазами. Вечером я испытал тот самый вау, который, наверное, я уже не испытаю никогда. Для качественного, неповторимого вау необходимо много факторов, совпадений. И когда такое происходит, ты не забываешь никогда эти моменты жизни. Арка Тузбаир. Мое вау
которое навсегда запечатлено в моей памяти. Я уверен, вам интересно, на что похожа текстура поверхности этих камней. Как будто бы необработанный мрамор. Я никогда не трогал необработанный мрамор, но мне кажется, он выглядит именно так. У меня такое ощущение, как будто бы я нахожусь во сне. Это такой супер сюрреалистичный сон в стиле Дали. Но это не передать словами, ну вообще не передать словами. Это надо сюда приехать. Вау! Боже мой, как я рад, что я казахстанец. И могу сказать, это моя страна. Я думаю, у этого места огромнейший потенциал. Я не знаю, почему оно особо не популярно. Нигде особо я не видел, чтобы его продвигали. Слышали, что Сбаир, но я не думал, что настолько это красиво. Зрелище просто завораживающее. Не нужно даже покупать билет на Марс. Все, просто билет в Актау, и вы уже на другой планете. Что, здесь, да, разбиваем лагерь? Лагерь, да. Шикарно. Здесь не ветрено. Ветра нет. Отличное место. Тихое. Отличное место. Классно. И костерчик, да, можно разжечь? Можно костерчик разжечь. Ага. Супер, супер. Идеальное место для лагеря. Тихо. Кайф. Супер. Мы приступили к организации лагеря и полевой кухни на природе. Сегодня дядя Игорь пообещал приготовить нечто экзотическое. Жаркое в афганском казане. Такого еще не было в моей жизни. Принцип работы казана прост. Казан под прессом герметично закрывается, и во время готовки в нем создается давление, которое придает еде неповторимый вкус. Афганский казан. Сделает вау, жаркое. Утро почему-то выдалось сложным. Возможно, накопилась усталость за время съемок. Но очередной завтрак в пути от дяди Игоря вселил новую порцию авантюризма к открытиям. Подкрепившись, мы были готовы к новым приключениям. Вот видишь, следы, кто-то в дождь попадал. Об этом месте я слышал уже давно. Местные утверждают, если вы хотите благополучно проехать по Мангыстауской области, нужно получить благословение у этой святыни. В этом месте настолько все пропитано любовью, что даже джейраны ходят рядом с людьми. Бекет Ата – религиозный деятель, суфий, просветитель и батыр. Бекет Ата занимался просветительской деятельностью, строил медресе и лечил людей. Из поколения в поколение передавали легенды об этом человеке. В народе Бекет Ата – святой. Эта вода имеет целебные свойства. Бекет Ата был еще и архитектором. Эту мечеть в скале построил он сам, и там же был захоронен. Здесь проводятся мусульманские религиозные ритуалы, чтение сур Корана и ритуалы доисламской эпохи. Казахстан такой разный. В каждом регионе есть свои
обычаи. Отпен аластау. Очищение физического и духовного тела с помощью пламени огня. Я на всякий случай тоже стрелы. И мы помолились за благополучие казахстанского туризма. На тему святыни Мангыстауской области можно снять отдельный фильм, но это в другой раз. Ну а теперь с чистой душой и совестью можно отправляться дальше. Наша следующая локация была открыта широкой публике несколько лет назад и быстро набрала популярность у туристов Мангыстау. А весной, после дождей, здесь можно сделать фотографии, достойные публикации в самых именитых изданиях. Как только мы подъехали, я почувствовал, что нужно брать с собой гиталели, ведь где-то рядом меня ждала муза. За эти дни лимит моего восхищения был превышен, но эта локация расширила границы этого лимита. Местность Тирамису. Вид этих гор действительно похож на этот десерт. Место это новое, а соответственно, оно еще не обросло легендами и обычаями. Но я вам раскрою секрет. Люди покупают историю. Поэтому, чтобы место стало популярным, нужно ее придумать. Вот вам небольшой мастер-класс. На Тирамису есть один обычай. Горы Тирамису – это место, где воинственные адайцы избавлялись от своих страхов перед большими битвами. Для этого воин находил самый большой камень и мысленно представлял, что он и есть воплощение всех его страхов и комплексов. Как только адаец это представлял, он бросал камень, с разбегу ударял его пыром и разносил свой страх на осколки. Если честно, дурацкий обычай. Лучше с комплексами ходить и страхами, но с целой ногой. Наше путешествие еще не закончилось, но я уже понял, что Мангыстау занял в моем сердце свое законное место. Я точно знаю, что когда будет очень холодно, я буду вспоминать теплые, а иногда даже слишком теплые дни этих мест. Кстати, мелодия-то ничего такая получается. Супер вдохновляющее место Тирамису. Но мы едем на самую главную точку нашего путешествия. Возможно, вы уже догадались, куда мы отправимся для грандиозного финала этого выпуска. Да, это, конечно же, национальный заповедник Устюрт. И как здорово, что меня там еще не было. А это значит, мы заснимем мои первые неподдельные эмоции от увиденного. Мы приехали на панорамную точку, с которой открывается вид на долину Останцевых гор. Это самая доступная точка, так что будьте готовы к туристам. И для того, чтобы сделать фотки, вам придется занять очередь. Очередь, конечно, не такая, как за жильем по госпрограмме, но потерпеть 20 минут можно. Божера. Это место, где от увиденного вы скажете только одно слово из 3 букв. В-А-У. Вау! Если у вас были какие-то планы уехать в Турцию, в Египет или в Эмираты, отменяйте их, приезжайте сюда. Это стоит того.
Я давно мечтал попасть сюда, а меня с детства учили. Если очень сильно о чем-то мечтать, то это обязательно сбудется. Тут главное не торопить события. Мечта обязательно сбудется именно тогда, когда ты этого не ожидаешь. Национальный заповедник Устюрт. Место, достойное ваших грез. На Божжере можно провести несколько дней, но у нас время ограничено, и мы поедем сейчас на другую локацию. Вон туда. Мы отправились на визитную карточку национального заповедника Устюрт, урочище Божжера. Для этого нам пришлось проехать еще 1,5 часа и любоваться пейзажами, которые могли бы послужить натурой для любого постапокалиптического фильма. Для того, чтобы добраться до самого эпичного вида на Божжеру, вам нужно спуститься в долину и проехать на неприметный холм. В навигаторе сможете поискать эту точку. Вам нужно взойти на этот холм по тропинке, которая ведет на самый фантастический панорамный вид в стране. Вау! Что тут происходит? Я уверен, в этих местах есть невидимый амур, стреляющий из луков туристов, и он всегда попадает точно в сердце. После просмотра этого выпуска я вам настоятельно рекомендую создать себе карту желаний и визуализировать приезд на Божжеру. Жить в Казахстане и не увидеть Божжеру — это крайне непростительно. Это нереально, просто нереально, ребята. Передать, что испытывает человек при виде этого зрелища, не под силу даже самому маститому рассказчику. Но я все же попытаюсь. Представьте, что вас отправляют колонизировать Луну. Вы приземляетесь в указанном месте, взбираетесь на ближайшую вершину, чтобы оглядеться по сторонам, и от вида произносите «Вау!». Это по радиосвязи слышит весь космический центр. Ваши коллеги с любопытством спрашивают: «Ну что ты там видишь? Расскажи!» И вы отвечаете: «Байконур, у нас проблема. Я не могу передать это словами». Этот природный шедевр создавался миллионы лет ветрами и дождями. И стоя у такой божественной красоты, даже самый закоренелый атеист начнет сомневаться в своих убеждениях. Ведь если есть произведение, то по логике должен быть и художник, каким бы мы его себе ни представляли и не называли. Теперь я хотел бы обратиться к создателю этого произведения. Бог, если ты меня сейчас смотришь, я это очень заценил. Это просто вау! Удивляюще. И небеса нас будто услышали и подарили нам феерический закат. И я засчитал это как взаимный лайк за то, что мы делаем для вас. Вот такой он, мистический и фантастический Мангыстау. Манит и зовет Каспийский бриз. Я лечу к тебе, хочу на бис. И открылось мне лазурное панно. Голубая бухта, я еще вернусь.
шоколадку қала айрақты тұз байыр тирамису божара. Это все Мангостау. Белая земля, тут была акватория. Океан дно самых начал история. Я твой астронавт, а ты моя луна, божара. И сказал Нил Армстронг: Wow, that's fucking тамаша. тамаша. Жығылған қапамсай шерқала көк қала айрақты тұз байыр тирамису божара. Это все Мангостау. Не понять тем, кто там никогда не бывал. На вопрос, что же там, в 3 словах описал бы: морской соленый джайна.